Всем привет, с вами Руслан, и это новая сводка с войны. Ошибаться можно, врать нельзя. Такой принцип своего подхода к работе провозгласил новый министр обороны России Андрей Белоусов. Фраза моментально полюбилась из-за общественности, и теперь многие из военкоров часто припоминают ее в своих публикациях. Есть в этом что-то пригожинское, как мне кажется. Потому что Евгений Викторович пользовался условной народной любовью не только потому, что у него были большие медиаресурсы, но и потому, что в своих громких выступлениях он любил говорить о ситуации как есть, описывая некомпетентность российского военного командования и проблемы с вооружениями. Так кто же такой Андрей Романович Белоусов и почему его назначили министром обороны России? Не буду врать, я ошибся. В последние недели ходило много слухов о грядущей отставке Шойгу. И, конечно, журналисты задавали мне вопросы об этом. А я же был абсолютно уверен, что Шойгу ничего не грозит. Ведь с точки зрения отчетности, новостных заголовков, война проходила для него достаточно успешно. Совсем недавно вы все видели кучу новостных заголовков о прорыве фронта на Авдеевском направлении под Очеретино. Потом пошли сообщения о наступлении в Харьковской области. Но, как оказалось, причина отставки Шойгу крылась вовсе не в докладах об обстановках на фронте. Война стала слишком дорогой для России. И аресты высокопоставленных чиновников Минобороны по обвинению во взятках – это такой сигнал даже не то, чтобы вы живете непосредством, а что вы воруете там, откуда сейчас воровать нельзя. Путин, комментируя смену министра обороны, отдельно подчеркнул, что задачей Белоусова станет расчет соотношения между пушками и маслом. Фраза «пушки вместо масла» является устойчивым выражением, обозначающим приоритет милитаризации над благосостоянием народа. Многие исторические деятели использовали это выражение. Кстати, одним из самых известных примеров является речь министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса в январе 1936 года, в ходе которой он сказал: «Мы можем жить без масла, но, несмотря на нашу любовь к миру, не сможем без оружия, потому что из масла не постреляешь». Другим примером является речь Маргарет Тэтчер в 1976 году в Кенсингтонской ратуше, где она сказала: «Советы ставят оружие выше масла, а мы ставим почти все выше оружия». Если посмотреть на историю, то различные страны, начиная от Испании 17 века до Германии 1930-х годов, которые тратили большую часть своего ВВП на военные нужды и финансировали их за счет долга, сами вырыли себе могилы. Они потеряли и оружие, и масло. А те страны, которые сосредоточились на внутренних проблемах, такие как Швейцария или Швеция, наслаждаются миром и процветанием. Путин понимает, что война будет долгой, и все это время раскрутить военную машину в ущерб остальной экономике опасно. Но и останавливать боевые действия он не готов. Поэтому на позиции главы военного ведомства ему нужен экономист, который обеспечит максимум пушек на фронте при минимальном уроне для гражданского сектора экономики. И таким экономистом стал Андрей Белоусов. Другой вопрос, сможет ли он изменить систему, провести в ней реформу. Ведь для этого на ключевые должности надо назначить эффективных, доверенных людей. А какой-то своей скамейки запасных у Белоусова нет. Что касается Валерия Герасимова, начальника генерального штаба, который является одним из ключевых лиц ответственных за ведение войны, то он пока что остается на своей позиции. Я не берусь судить, как все эти перестановки повлияют на ход войны, и смогут ли сработать между собой Белоусов и Герасимов. Российская армия продолжает продвигаться в Харьковской области, но темп замедлился. Для упрощения понимания мы делим эту атаку на западный и восточный фланги. Восточный фланг – это направление на город Волчанск. Здесь российские силы захватили поселок Бугроватка, а также большую часть поселка Готища. Всю неделю идут бои на окраинах самого Волчанска с периодическими попытками прорывов отдельных групп вглубь городского массива. Главная же проблема Волчанска заключается в его близости к российской границе. Это всего около 5 километров по прямой. Такое расстояние позволяет российской армии вести огонь по городу, в том числе из минометов, не покидая территорию России. Чтобы усложнить логистику украинских подразделений, авиация России наносила удары по мостам через реку Волчья в районе поселков Волчанские хутора и Зыбино, находящихся в восточных пригородах Волчанска. Город остается под украинским контролем. Бои за него продолжаются. На западном фланге Харьковского наступления находятся только мелкие поселки. В прошлый раз я вам называл поселки Стрелечье, Пыльное и Борисовка. За прошедшую неделю российские войска продвинулись и захватили поселки Красное, Мараховец, Олейниково и Лукьянцы. Если посмотреть на карту, то заметно, как в нынешней атаке Россия опирается на водные преграды. Например, на западном фланге, который я только что описывал, наступление идет вдоль Травинского водохранилища, которое защищает от ударов во фланг до самых Липцев. На восточном фланге
Атака идет по обеим берегам реки Северский Донец. Между двумя этими флангами есть еще одна водная преграда – Муромское водохранилище. Пока что выглядит логичным для российских войск захватить поселки Липцы и Слобожанское, далее повернуть на восток, в сторону Муромского водохранилища, и постепенно соединяться с восточным флангом Харьковского фронта. Какой размер российской группировки, наступающей на Харьковском фронте? Мы видим, что в атаках задействованы подразделения двух армейских корпусов – 11-го и 44-го. Мы не знаем, какая ситуация с комплектностью штата в этих корпусах, особенно если говорить про 44-й, который начал формироваться только в этом году. Но в целом мы считаем, что речь идет о тысячах, а не десятках тысяч человек. Если вспомнить прошлые новостные заголовки про захват или окружение Харькова, масштабные прорывы, то такого количества солдат недостаточно для таких задач. Однако проблемы для ВСУ эта группировка создавать может. Те, кто активно следят за украинской повесткой, могли наблюдать на этой неделе марафон «Найди виноватого в произошедшем». Кто-то отмечал недостаточность или отсутствие оборонительных сооружений, хотя вот украинская исследовательская команда Front Intelligence Insight обращает внимание на то, что на западном и восточном фланге атаки результаты российских сил почти одинаковы. При этом на восточном фланге, в районе Волчанска, укреплений практически нет. А значит, как минимум, не только в фортификациях дело. Кто-то винит медлительность украинских властей в принятии закона об ужесточении мобилизации, а как следствие – дефицит личного состава на линии фронта. Ну а сами власти винят Запад, который слишком долго решал вопрос с помощью, а также не снял ограничения на использование западного оружия по объектам на территории России. Более того, в Вашингтон прибыла делегация украинских законодателей, которые пытаются надавить на администрацию Байдена, чтобы они сняли такие ограничения. Некоторые украинские чиновники прямо говорят, что они видели группировку российских войск, которая формировалась вдоль границы, но не могли нанести по ней удар из-за этих ограничений. Давайте будем честны. Когда нужно обстрелять Белгород или Белгородскую область, то почему-то про эти ограничения не вспоминают. И я сейчас говорю не на основании каких-то пропагандистских новостей. Наша команда внимательно исследует все эти обстрелы по обе линии фронта, и мы каждый раз стараемся идентифицировать оружие, которое было применено. Те, кто подписан на нас, видели, как мы не раз находили обломки западных снарядов при обстрелах Белгорода. Опять же, хотя бы часть беспилотников, атакующих российский НПЗ, можно было перенаправить на позиции этой формирующейся группировкой, раз вы их видели. Ну и подводя итог, кто хочет – делает, кто не хочет – ищет оправданий. Ну или у победы 100 отцов, а поражение всегда сирота. Что касается результатов для российской стороны, то мои коллеги по сети опять скажут мне, что пока что рановато делать выводы. Вот лично я на месте Белоусова собрал бы сейчас руководство Генерального штаба и сказал бы следующее. Вы же говорили, что эта атака позволит отвлечь украинские силы с Донецкого направления. Так почему продвижение на Бахмутском и Авдеевском направлениях практически остановилось? Где масштабные прорывы, которые вы обещали? Мои коллеги по сети ответили бы на это так, что пока рано судить. Ослабление фронта еще не произошло. Еще не до конца ВСУ перегруппировались и перебросили подразделения. Надо смотреть, какая ситуация будет через недельку. Но вот лично для меня ответ заключается в том, что у России просто нет резервов, чтобы воспользоваться этой ситуацией. Я это говорил вам и на прошлой неделе. Мы помним, что Зеленский предупреждал о второй волне мобилизации в России в начале июня. Но я считаю, что в ближайшее время, то есть, допустим, до осени, новой мобилизации не будет. В прошлое воскресенье, 12 мая, в Белгороде произошла трагедия. Неустановленный боеприпас попал в жилой дом, в результате чего обрушился подъезд. Погибло 17 человек, 20 было ранено. Сразу отмечу, что Белгороду регулярно достается от обеих сторон. Его регулярно обстреливает украинская сторона. Из самых громких случаев вы, наверное, помните обстрелы во время так называемых президентских выборов, когда по Белгороду практически каждый день прилетали реактивные снаряды. На самом деле обстрелы продолжались и после выборов. Регулярно падают на город и российские авиабомбы. Те самые планирующие авиабомбы с крыльями, комплексу МПК. Пуск этих авиабомб часто осуществляется в воздушном пространстве над Белгородской областью. У них есть известная проблема с пиропатронами, которые должны высвобождать пружины, раскрывающие крылья бомбы. По каким-то причинам иногда эти пиропатроны не срабатывают. Соответственно, крылья не раскрываются, и бомба падает вниз на Белгород, ну или область. В момент трагедии одновременно шел и обстрел Белгорода с украинской стороны, и пуск таких авиабомб российской авиации по Харьковской области. Также есть кадры работы российской ПВО в небе над Белгородом. Мы очень внимательно изучили всю имеющуюся информацию по этой трагедии. Для того, чтобы раскрыть все детали расследования, надо снимать прямо отдельные ролики.
Я же просто донесу до вас сейчас самые основные моменты. Дом по адресу Щорса 55А в Белгороде имеет изогнутую форму. Внутренней стороной он смотрит на юго-запад, то есть в сторону границы с Украиной. Внешней стороной, северо-восточной стороной, он смотрит вглубь России. Дом поделен на секции, и у части секции подъезды расположены с внутренней, юго-восточной стороны, у другой части подъезды расположены с внешней, северо-восточной стороны. И подъезд, который обрушился, он находится с внешней стороны. Если вы посмотрите фото и видео с внешней стороны дома, то заметите, что там выбиты все окна, и они выбиты вовнутрь квартир, тогда как с внутренней стороны дома практически все окна целые. Плюс около внешней стороны дома расположены гаражи, у которых мы видим вогнутые вовнутрь от ударной волны ворота. Есть кадры видеозаписи со двора дома, с его внутренней стороны. Если смотреть ее в замедленном режиме, то можно заметить, как сначала от одного из балконов отделяется его часть. И только спустя долю секунды в том же месте мы видим взрыв, выходящий наружу. То есть, грубо говоря, это мы видим выходное отверстие взрыва. Изучив также фотографии с места разбора завалов, следы в разрушенных квартирах, мы пришли к выводу, что неизвестный боеприпас пробил внешнюю, северо-восточную сторону дома в районе 3 и 2 этажей и взорвался в одной из квартир. Так что же это был за боеприпас? Опять же, чтобы не растягивать сводку на 2 часа, отвечу коротко. Мы считаем российскую авиабомбу наиболее вероятной версией, российскую ракету комплекса противовоздушной обороны менее вероятной, сбитую украинскую точку, ту версию, которую говорит Минобороны России, наименее вероятной. Вот хотя в команде всей IT нет консенсуса, можно ли эту версию с украинской точкой исключать совсем. Остальные версии мы всерьез не рассматриваем. Только, пожалуйста, не надо мне рассказывать про то, что губернатор договорился с военными, чтобы они не пускали над городом авиабомбы, поэтому якобы это не могли быть они. В середине недели 2 ночи подряд наносились удары по военному аэродрому Бельбек, где располагается российская авиация. Казалось бы, не такое уж редкое событие, что мы не видели раньше ударов по российским аэродромам, но эти удары были особенными. Дело в том, что Бельбек находится примерно в 230 километрах от Херсона, ближайшей территории, находящейся под украинским контролем. На месте ударов были обнаружены боеприпасы от кассетной версии ракет «Атакамс». А те «Атакамс», которые передали Украине еще в прошлом году, летают максимум на 160 километров. Так что удары по аэродрому Бельбек являются первым верифицированным случаем применения ракет «Атакамс» с дальностью 300 километров. В результате этих ударов было уничтожено несколько машин комплекса противовоздушной обороны С-400, в том числе радар, пусковые установки, а также 2 истребителя-перехватчика МиГ-31 и 1 истребитель Су-27. Есть еще поврежденный истребитель МиГ-29, но он и так был в нерабочем состоянии, достался России в ходе операции по аннексии Крыма. Вспомните, как в одной из сводок я рассуждал о вероятности второй волны мобилизации в России. Я говорил, что российская армия строит планы не исходя из военной стратегии, а просто реагируя на различные события на фронте. И пока на фронте не случится чего-то чрезвычайно плохого для российских войск, второй волны мобилизации не будет. Я тогда приводил в пример ситуацию с ракетами «Атакамс», про которые было известно, что их поставили. Но вертолеты начали эвакуировать в безопасные районы только после нанесения удара по аэродрому в Бердянске и Луганске. Ну и вот опять. Что, российские военные не знали, что Украине передали более дальнобойную модификацию «Атакамс»? Да знали, конечно, вся пресса трубила об этом еще месяц назад. Были ли предприняты какие-то меры, чтобы не допустить потерь дорогой техники? Нет. Дождались удара, и вот только сейчас, наверное, будут реагировать. Как именно? Пока непонятно. В зону поражения «Атакамс» попадает весь аннексированный Крым целиком. В нем нет безопасного места. Можно перебросить авиацию из Крыма, например, в Краснодарский край, в Ростовскую область. Для самолетов такое увеличение дистанции полета не будет большой проблемой. Разве что засекать их вылет начнут раньше. А вот с вертолетами сложнее. Им, скорее всего, придется нести дополнительно подвесные топливные баки, а значит, нести меньшее количество вооружений. Либо другой вариант – строить укрытия на опасных аэродромах и увеличить количество противовоздушной обороны в Крыму. Главный вывод же здесь – ВСУ теперь способны дотянуться ракетами «Атакамс» до любой точки оккупированной территории. Посмотрим, как эту проблему будет решать новый министр обороны России. В пятницу произошла самая массовая украинская атака дронами за всю нашу историю наблюдений. Даже если следить только по отчетам Минобороны России, выходит, что было применено 102 беспилотника, из них 96 воздушных и 6 морских. Чтобы представить себе этот масштаб, я советую вам посмотреть видеозаписи из порта Новороссийска,
или в районе нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Вы увидите, как там один за одним массово летели беспилотники и били по целям. Чем более массовые атаки, тем сложнее их отразить. Система ПВО перегружается от нагрузки. Плюс отражение подобной атаки часто сильно дороже самой атаки, потому что зенитные ракеты, как правило, дороже беспилотников. Да, такие атаки отражаются и с помощью более дешевых комплексов, например, зушек или даже стрелкового оружия, но их эффективность гораздо ниже. Вот уже 10 лет ведет свою деятельность команда Conflict Intelligence Team. Кстати, да, в среду мы отпраздновали свой юбилей. И вот уже 3 года мы совместно с нашими волонтерами внимательно изучаем парады 9 мая. Дело в том, что начиная с 2022 года московские парады являются совершенно нерепрезентативными. По ним совершенно некорректно делать выводы о состоянии российской армии. Может показаться, что ради Путина со всей России могут согнать любую военную технику для красивой картинки. Ну и раз мы не видим на московских парадах танков, то как будто бы они все, уже совсем закончились. На самом деле это не так. К московскому параду 9 мая приковано все внимание, и поэтому с ним российские власти стараются быть особо аккуратными. Не должно быть так, что где-то в окопах сейчас сидит российский солдат, которому командир говорит, что «танков нет, вот тебе мотоцикл, иди штурмуй позиции противника». А потом все видят эти танки по телевизору. Поэтому на московском параде в основном различная колесная бронетехника, ну еще «Искандеры» там, и другие ракетные комплексы. А мы же изучаем парады из более чем 50 городов России, и в некоторых из них танки бывают. В целом, представленное в 2024 году на парадах число единиц вооружений и военной техники практически не претерпело изменений по сравнению с прошлым годом. 912 единиц в этом году и 910 в 2023 году. Таким образом, тенденция по сокращению количества техники на парадах, наблюдавшаяся в 2023 и особенно ярко в 2022 году, прекратилась. Также практически не изменилось количество городов, где парад был отменен или прошел без техники. То есть 15 в этом году и 14 в прошлом. Судя по всему, уже в 2023 году был достигнут минимум, когда вся свободная техника была отправлена в зону боевых действий. А на парадах оказались представлены образцы, которые находятся в пунктах постоянной дислокации воинских частей, учебных центрах, военных училищах и на полигонах. Это сравнительно небольшой, но довольно разнообразный набор вооружений и военной техники, предназначенный для обучения солдат-срочников, добровольцев, подписывающих контракт с Минобороны, и курсантов. Он позволяет и будет позволять проводить парады на текущем уровне. При этом даже при крайне неблагоприятном развитии событий для вооруженных сил России эта техника вряд ли будет отправлена на фронт. Таким образом, и в следующем году, если парады вообще будут проводиться, наблюдаемая тенденция сохранится. Мы будем наблюдать незначительное сокращение ряда наименований вооружений и военной техники при общем сохранении их числа за счет увеличения более простых в производстве бронемашин. Такие вот новости у нас были на этой неделе. Увидимся с вами на следующей.